Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В тишине безбрежного космоса, в глубине Млечного Пути, собственный мир материи и энергии отзывается экспериментами разума. Это не просто космос. Это сфера, где сливаются время, пространство и зловещая тьма. И черные дыры становятся главными героями этой истории. Путешествуя по частицам света, человечество схватило загадки Вселенной и прикоснулось к ее тайнам. Проникнуть в тайны световых конусов, понять, как они управляют временем и пространством, и, наконец, осознать диалог между светом и тьмой. Задача, стоящая перед каждым мыслящим существом. Каждая свеча, зажженная в темной комнате, зарождает световой пузырь. Этот пузырь, распространяющийся во всех направлениях, создает трехмерный объект, который, в свою очередь, определяет направление нашего восприятия времени. Все, что мы видим и улавливаем, происходит внутри светового конуса. Мы ловим его наполнение, но, оторвавшись от света, остаемся в плену своей ограниченности. Представьте себе двухмерное пространство, представляемое диаграммой. Линия времени спускается вниз, а световой пузырь, образуя конус, расширяется вокруг. Конус живет вечно. Как только событие произошло, его свет будет доступен тем, кто находится внутри, лишь ожидая, пока световой конус не дойдет до них. Свет, движущийся без усталости, проходит одинаковое расстояние за любое время. Его путеводные лучи, достигая нас из глубины космоса, неизменно напоминают о безграничной свободе. Однако эта свобода также заключает в себе ограничения, определенные законами природы. Это понимание приводит к удивительному осознанию. Каждый наш поступок и каждое событие оставляют следы, которые пересекаются в многомерной ткани реальности. Отвечая на вопросы о том, как мы воспринимаем время и пространство, световые конусы становятся окошком в прошлое и пробуждают мечты о будущем. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна объясняет не только законы движения, но и взаимосвязь между символами времени и пространства. Диаграммы световых конусов, их угловые свойства и схематическое представление игнорируются большинством людей в быту. Но именно эти неуловимые наросты света формируют наше представление о мире. В отличие от движения в пространстве, все объекты времени движутся в том же направлении – от прошлого к будущему. Мы можем свободно ориентироваться, перемещаясь влево-вправо или вверх-вниз, но время безжалостно уносит нас вперед. Разработка световых конусов позволяет наглядно продемонстрировать совмещение временных и пространственных координат. И именно эта симметрия подтверждает нашей интуиции о бесконечной тяжести времени. Служа своего рода универсальной картой, световые конусы показывают, как информация о событиях перемещается через пространство. Если событие репрезентирует точку, то все последствия событий образуют бесконечно расширяющиеся световые конусы, позволяя нам видеть вперед в будущее, но при этом оставляя наше прошлое навсегда за пределами досягаемости. Теперь представьте, если бы у нас появилась возможность заглянуть в эти конусы и увидеть не только то, что было, но и то, что только предстоит произойти, мы задались бы вопросом, что же находится за пределами границ светового конуса? Это стало бы началом нового путешествия, в котором каждый шаг, каждая мысль заводила бы нас все глубже в неизведанную область существования. Все становится более сложным, когда гравитация вмешивается в структуру пространства-времени. Масса исказит пути световых конусов, наклоняя их, как будто чаша с жидкостью наклоняется к краю стола. Гравитация делает наше путешествие непростым. Если бы вы смогли подплыть к массивному объекту, вы бы заметили, как время сжимается, пытаясь освободиться от гравитационного натиска. Но что происходит рядом с черной дырой? Словно древний монстр, она затягивает все к своему центру, где свет навсегда исчезает за горизонтом событий. Это точка невозврата, за которой даже свет не может выбраться, а любые попытки достигнуть ее обернутся настоящим космическим кошмаром. За горизонтом событий время останавливается, а пространство меняет свои свойства. Умение управлять информацией о событиях освобождает наш разум от воспоминаний о физических ограничениях. В одном из экзотических сценариев, созданных Чоном Массажизником, возможно путешествие во времени. Если мы сможем создать временные капсулы, которые будут двигаться по световым конусам, наши мечты о путешествии в прошлое или будущее станут реальностью.
Однако подобные эксперименты требуют колоссальной энергии, которую мы едва ли можем добиться сегодня. Но мысль о том, что за пределами нашего восприятия может существовать вечная жизнь, наполняет нас трепетом. Идея о том, что мы, как бактерии в крапиве, возможно, не осознаем истинной природы вне нашего света, служит напоминанием о том, насколько мы беззащитны перед величием Вселенной. Когда массивная звезда на завершающем этапе своего существования сжимается, у нее не остается другого выбора, кроме как искривиться в черную дыру. Этот момент – коллапс звезды. Когда образуется ужасный монстр, черная дыра со своим горизонтом событий. Искусство наблюдения за черными дырами не просто задача для астрономов. Это вызов всему человечеству. На горизонте событий время и пространство становятся предметом изучения. Для постороннего наблюдателя черная дыра кажется неподвижной, но для астронавта, переживающего этот ужасающий момент, реальность перевернется. По мере приближения к черной дыре свет отдаленных звезд будет искажен, и они будут казаться искаженными, растянутыми, поскольку их световые конусы перегинаются под воздействием гравитации. Эта иллюзия, создаваемая величеством черной дыры, отражает недоступность самого понимания, подчеркивая, что даже законы физики поддаются этой удивительной силе. Каждый шаг приближает к проявлению непостижимого. Однажды, пересекши горизонт событий, вы попадаете в область, где все законы физики кажутся ограниченными, где будущее единственным образом представляет собой падение в вечный космос сингулярности. Однако в этом падении к сингулярности может открыться новый путь, может быть, нам стоит обратить взор внутрь черной дыры. Каковы возможности в этом бесконечном пространстве времени? Диаграмма Пенроуза создает наглядное изображение двухраздельного мира, снаружи и внутри черной дыры, где события сжимают пространство и время до предела. Пройдя через горизонт событий, вся остальная Вселенная в мгновение ока окажется в прошлом, а единственное будущее – безумное падение в сингулярность. Размышляя об этих концепциях, мы сталкиваемся с парадоксами времени и пространства, которые бросают вызов нашему представлению о реальности. Время может быть иллюзией, сплетающей наше существование в узор, который мы привыкли считать линейным. За пределами горизонта событий правила могут измениться, и время может течь в обратном направлении. Как бы ни были страшны черные дыры, они представляют собой окно в неизведанные глубины Вселенной. Для кого-то они станут символом неизбежного конца, для других – шлюзом в другую реальность. Возможно, там, внутри, существует другая форма жизни, где время и пространство действуют по другим законам. И если так, где начинается и заканчивается наш собственный путь в этом бескрайнем белом пространстве? Мир черных дыр – это мир одиночества, жуткой неизбежности и сложной структуры времени и пространства. Это место, где граница между бытием и размыта, где свет может обойтись без формы, но никогда без возможности. Размышляя о черных дырах, люди начинают осознавать свою собственную природу. Научное приключение по световым конусам и черным дырам падает на плечи каждого. Мы должны идти дальше, искать незнакомое и принимать свою безграничную природу. Черные дыры Вариота. Это не просто космическое зло, но и живая метафора, в которой можно увидеть свои стремления и тайны. Мы, возможно, никогда не познаем бессмертный разум черных дыр, но те, кто осмелится заглянуть за горизонт событий, поймут. Мы все движемся в том же направлении, стремясь к звездам. С каждым новым исследованием и с каждым новым открытием мы приближаемся к разгадке тайны, а сами черные дыры становятся символом искажения, безмолвного немого вызова всем, кто жаждет нового знания и понимания. Космос остается загадочным и неизведанным, полным опасностей и возможностей. За горизонтом событий черных дыр могут скрываться секреты, которые позволят нам понять саму суть бытия. Мы способны преодолеть любые преграды и освоить всю нашу неведомую природу. В заключение, загадка черных дыр продолжает восхищать и пугать. Они впитали в себя историю звезд, которые разорвались, и, возможно, домашних планет, которые были поглощены их могуществом. Размышляя об их природе, мы возвращаемся к сути человеческих стремлений и стремлений понять нашу судьбу в этой безмерной вселенной. И, возможно, однажды мы научимся не просто жить в мире объемов, но и понимать, как эти объемы могут быть раздвинуты и трансформированы, открывая путь свету даже из самой темной глубины.